Мы с моим другом решили сделать себе челлендж. А что если создать себя прямо в игре и попытаться выжить за данную пешку? Для этого нам понадобится данная модификация. Ссылка, если что, в описании. Именно с помощью нее мы будем создавать себя. Осталось только придумать свои характеристики. То есть вспомнить, что мы умеем, что мы любим, чему нас учили и какие мы хорошие люди. Всем привет! Вы находитесь в гостях у Лайма, и мы начинаем. Итак, случайным образом игра нам выбрала тропический лес. И прямо вот здесь мы высадились вместе с Металлоломом. С этого момента началась игра. Знакомьтесь, Слава, 17 лет, добрый, ленивый, стрессоустойчивый. По здоровью это астма в легкой форме. А растениеводство 5 уровня нам не поможет вырастить лечебный корень для лечения нашей болезни. Умственный труд мы договорились сделать 6. Дальний бой, ближний бой такой большой, это потому что я посещал кружки. Ну а все остальное это для того, чтобы продержаться хотя бы 5 минут в мире Рим. А цель данного челленджа была как можно дольше продержаться в мире этой замечательной игры. И еще изучить как можно больше технологий. Рекомендую вам досмотреть это видео до конца, потому что вы реально никогда не видели настолько глупой смерти. А с самого начала я сделал все по стандарту. Работу и режим дня. Осмотрел карту и разместил место под будущую базу. Нашел древнего механоида. Никогда таких не встречал. Поохотился на альпаку. Первое мясо готово. Разместил первую область посадок для риса и лечебного корня. Понял, что не смогу выращивать. Ладно, отложим на потом. Пора поставить костер. В другом месте. Теперь нужно бороться с жарой. Мы все-таки высадились в месте, где бесконечное лето. Для этого отлично подошли испарительные охладители. Теперь нужно еще больше еды, поэтому отправляемся в охоту на кабанчиков. Вот и первый подарочек. Бросаем все дела и бегом его спасать, точнее ее. Первый караван. Ничего нам не подарил. Нашел странные грибы, пожалел, что съел, еще и пострадавший скормил. Еще один караван, подарил мне трупа, ладно, земля ему пухом. А вот и первый плохой гость. Оглушил его первым же выстрелом. Нужно быстро построить тюрьму. Стой, стрелять буду! Не бойтесь, он остался жив. Ну, по крайней мере, до этого момента. Выжившая решила уйти. Не в этот раз. Построил стол для исследований. Наконец-то можно заняться ими. Новый человек присоединился к нам. Теперь дела будут делаться намного быстрее. Уже почти 4 минуты видоса, а я только называю наше поселение. Думаю, так сойдет. Ну ладно, тогда так. И все было хорошо, пока не настало это. Все началось с того, что я принял это дурацкое задание. И я не думал, что ребенок будет настолько бесполезным. Так помимо того, он еще и поругался с каким-то что принесло гул, который ухудшал нам постоянно настроение. Давайте промотаем немного времени. И вот, когда настроение было уже почти на нуле, я не выдержал. Точнее, моя пешка. У него появилась тяга к дымолисту, который находился в чертовой пещере с жуками. Как он туда попал? Перемотаем в начало моего выживания. Дело в том, что при очередном рейде пешка решила покончить с собой. Прямо у меня на карте. Она просто полезла в пещеру к этим жукам, оставив после себя дымолист, который наконец дождался своего часа, или походу нет. Предлагаю вам самим насладиться концом моей истории. Тут без комментариев.
Так закончилась моя история. Я дожил до 1 ноября, а выживание моего друга вы, возможно, сможете увидеть на его канале. Также я выложу полное выживание в свою группу в ВК. А узнать, куда я пропадаю, вы сможете в моем телеграм-канале. Ну что ж, всем пока и до новых встреч!